Именно звезды лично для меня являются самыми интересными объектами во Вселенной. Мы уже изучили, какие существуют виды звезд, от чего зависит звездная классификация, почему звезды разные по размеру и массе и почему они разные по цвету. Кроме того, нам известен их этап эволюции, а также каким образом они умирают. Но поверьте мне, это всего лишь 1% всего того, что можно подробно разобрать на канале. Поэтому сегодня я предлагаю окунуться в сложную, но увлекательную тему переменных звезд. И на примере 3 или даже 4 выпусков мы разберем, что из себя представляют такие объекты. Переменные звезды – это вид звезд, блеск которых меняется. Но до сих пор астрономы не пришли к единому мнению, какого конкретного минимального изменения блеска достаточно для того, чтобы перечислить такую звезду к данному классу. То есть ее видимая величина по какой-то причине периодически меняется. Поэтому в каталоге переменных звезд включают все звезды, у которых достоверно выявлены даже очень незначительные колебания блесков. А в настоящее время в нашей галактике находится более 30 тысяч переменных звезд. Более того, это число постепенно растет благодаря современным методам наблюдения. Разумеется, процесс переменности занимает какое-то время, а не происходит буквально на ваших глазах. Однако, если периодически наблюдать за такой звездой, изменения ее блеска станут отчетливо заметны. Поэтому не стоит путать переменность звезд с их мерцанием, которое происходит по причине колебания воздуха в земной атмосфере. Потому что если наблюдать за звездами в открытом космосе, то вы не увидите их мерцаний. Переменные звезды различаются массой, размерами и возрастом, а также причинами переменности и подразделяются на несколько больших групп. А в эти группы входит огромное количество подгрупп. Одна из таких групп – это пульсирующие звезды, яркость которых меняется из-за колебания размеров. Например, звезды типа Миры или Мириды, красные гиганты, они меняют свой блеск на несколько звездных величин, с примерным периодом от 2-3 месяцев до 1,5-2 лет. Но среди пульсирующих звезд, пожалуй, самыми интересными являются цефеиды. Это звезды с высокой светимостью и умеренной температурой, например, желтые или сверхгиганты. Они в ходе своей эволюции приобрели особую структуру, то есть на определенной глубине возник слой, который собирает энергию, приходящую из недр, а потом вновь ее отдает. Поэтому звезда периодически сжимается, разогреваясь, и расширяется, охлаждаясь. Соответственно, энергия их излучения то поглощается звездным газом, ионизируя его, то опять выделяется, когда при охлаждении газа ионы захватывают электроны, излучая при этом световые кванты. Поэтому в результате блеск цефеиды меняется, как правило, несколько раз с периодом в несколько секунд. Звезды цефеиды больше других пульсирующих звезд заслуживают названия периодических переменных, потому что каждый последующий цикл изменений их блеска обычно весьма точно повторяет предыдущий. Однако иногда встречаются исключения. Самая известная из них – это полярная звезда. Давным-давно обнаружено, что она относится к цефеидам, хотя и меняет свой блеск в довольно незначительных размерах. Но в последние десятилетия эти колебания стали затухать, а в начале 2000-х полярная звезда практически перестала пульсировать. Навсегда ли закончилась эта светодискотека, нам покажет только будущее. Но кроме цефеид и Мирид есть немало других пульсирующих звезд. Некоторые из них в противоположность цефеидам принадлежат к самым старым представителям звездного населения. Например, пульсирующие переменные лиры во множестве встречаются в шаровых звездных скоплениях, возраст которых свыше 12 миллиардов лет. Переменные лиры отличаются быстрым изменением блеска, и этот период составляет менее суток, а колебания в среднем достигают одной звездной величины, что позволяет легко их наблюдать визуальным методом. Еще более короткие периоды у карликовых цефеид. Это еще один вид пульсирующих переменных. Пульсирующая звезда в определенном смысле подобна пружинному маятнику, где аналогом жесткости пружины выступает средняя плотность звезды. Эти звезды эволюционируют и меняют свои размеры, а следовательно и свою среднюю плотность. И все эти обстоятельства отражаются на частоте колебаний звездной пружины. Поэтому если систематически измерять блеск пульсирующей звезды, то можно с высокой точностью определить период колебаний, а по изменениям периода можно понять, какой этап переживает конкретная звезда. Но на самом деле нам предстоит еще разобрать взрывные переменные, яркие голубые переменные, карликовые новые переменные и сверхновые переменные, а также вспыхивающие переменные, затменно переменные, плюс они же в двойных системах. Ну и бонусом мы обсудим, является ли все-таки Солнце переменной звездой. Поэтому если хочешь все это слышать, обязательно подпишись на канал.
А если подписан, то пиши комментарий. Ну и если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.